Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Оксана, я биолог, кандидат биологических наук. И сегодня я хотела бы поговорить об агрессии. Мы поговорим об эволюционных истоках агрессии и о том, какие виды агрессии есть у человека и какие же особенности проявления ее у нашего вида. Я думаю, что для зрителей канала не является секретом то, что согласно современным представлениям человек не произошел от обезьяны, а человек сам и является обезьяной. Мы относимся к отряду приматы, семейству гоминиды и роду Homo, единственным представителем которого мы и являемся в настоящий момент, хотя существуют также другие ископаемые представители нашего рода, которых мы, судя по всему, вытеснили в процессе нашей эволюции. И в связи с этим становится понятно уже из этого то, что наше поведение, в том числе и агрессивное поведение, которое является одной из основополагающих форм поведения, которые поддерживают нашу жизнедеятельность, они тоже были унаследованы нами от наших животных предков. И несколько слов хотелось бы сказать для начала о том, какие эксперименты были произведены, когда они еще были разрешены. В настоящее время, согласно биоэтическим конвенциям, эксперименты на людях запрещены, в том числе и психологические эксперименты, которые включают создание определенных условий поведения, то есть давление на человека, изучение его поведения. Однако, когда такие запреты еще не были наложены, некоторые эксперименты все-таки проводились еще и довольно активно. И поэтому о некоторых таких исследованиях мы сегодня упомянем, они хорошо знакомы и проводились они в период в основном 60-х, 70-х годов. Это был такой период расцвета изучения поведения человека. И первое исследование, о котором мы упомянем, оно было проведено в 1963 году Стэнли Милгромом и заключалось в том, что изучению подверглось влияние авторитета на агрессивное поведение человека. Суть эксперимента состояла в том, что подопытному, или исследуемому человеку, как более корректно говорить, было предложено участвовать в качестве учителя и судьи в определенном эксперименте, где ему нужно было называть участнику, который являлся подставным лицом, определенные ряды последовательности слов, в которых необходимо было, в которые ученик, или участник подставной должен был запомнить и воспроизвести без ошибок. Ну и, соответственно, когда он производил ошибку, этот подопытный должен был нажать на кнопку и произвести удар током. То есть ошибка, обучение, ошибка и удар током в качестве наказания. Для начала самому непосредственно учителю, или участнику эксперимента ему нанесли небольшой удар током мощностью 15 вольт, и для того, чтобы, собственно, он убедился в том, как это работает. И под давлением наблюдателя он должен был производить под наблюдением, скажем так, которое дальше перерастало в давление, он должен был производить этот эксперимент, пока ему не скажут остановиться. И вот, скажем так, эти ряды вопросов, они задавались, человек продолжал, который был подставной, продолжал их воспроизводить с ошибками, и участник, исследуемый, подопытный, скажем так, он должен был постоянно производить эти удары, при этом сила тока с каждым ударом увеличивалась. Но, естественно, основная суть эксперимента сводилась в том, что эксперимент был не настолько негуманный, все-таки ток был искусственным, то есть на самом деле он не подавался, но участник, подставное лицо, он вел себя таким образом, как будто бы действительно ему больно. Он изображал боль, еще он невзначай упомянул о своей проблеме с сердцем, о которой сказал в середине испытания. И вот часть испытуемых, они отказались примерно на границе 135 вольт, когда подопытный сообщил о том, что он себя почувствовал плохо, у него были проблемы с сердцем. Несмотря на это, судья, или наблюдающий за экспериментом, он продолжал настаивать на том, чтобы человек продолжал эксперимент. То есть сначала более мягко, то, что это необходимо, а потом более жестко вам совершенно необходимо продолжать. И в итоге большинство участников, около 60%, они дошли до отметки в 400 вольт. То есть 400 вольт – это очень высокий разряд, который, собственно, может
повлечь за собой смерть подопытного. Ну, собственно, согласно концепции этого эксперимента, люди на это шли под давлением авторитета. И в этом состояла суть данного исследования, в том, что то есть и основной вывод, да, под влиянием авторитета люди способны пойти на проявление очень сильной агрессии и жестокости. Ну, однако, надо сказать, что критика этого эксперимента, она тоже последовала. В 2017 году его раскритиковали официально, сказав, что большинство участников эксперимента, они догадывались о том, что, естественно, эти удары являются не настоящими, и о том, что испытуемый не испытывает, не чувствует боли на самом деле. Но, тем не менее, этот эксперимент был зафиксирован, и он считается таким один из классических. Второй эксперимент – это тюремный эксперимент Филиппа Зимбарда. Он был проведен в 1971 году. Это знаменитый стэнфордский тюремный эксперимент, когда подвал Стэнфордского университета оборудовали под помещение, имитирующее тюрьму, набрали добровольцев, которые исполняли роль заключенных и надзирателей, они были рандомно распределены и, собственно, наблюдали за тем, как они будут выполнять свои обязанности. Им сказали, что они могут вести себя так, как считают нужным в этих условиях. Ну и, собственно, на первый день все было более-менее нормально, со второго дня уже начались восстания, начались конфликты, заговоры, и на шестой день в связи с проявлением крайней жестокости со стороны надзирателей и саботажей со стороны заключенных были произведены, то есть эксперимент был остановлен. Нужно сказать, что организаторы позаботились о том, чтобы эксперимент был организован как можно более реалистично, то есть охранники находились, была выдана форма, да, они находились в солнцезащитных очках, которые не позволяли им видеть глаза заключенных, и заключенные, соответственно, были одеты в специальные рубашки, лишены нижнего белья, что должно было поставить их в особое такое угнетенное положение. Ну и как бы считается, что этот эксперимент тоже подтверждает то, насколько в условиях наделенности особыми полномочиями, в условиях такой бездоказанности агрессия может проявляться. Да? Собственно, этот эксперимент был проведен не просто так, он был проведен по заказу тюрем, которые просили установить, в чем причина того, что охранники позволяют себе слишком много по отношению к заключенным. Ну, естественно, этот эксперимент тоже подвергся критике, его критиковали за то, что студенты понимали, точнее добровольцы, да, понимали, это молодые люди были, то, что они являются участниками эксперимента, все это не по-настоящему, и поэтому они старались играть те роли, которые им отвели, то есть преувеличивали свое поведение, утрировали его, но с другой стороны, та агрессия, которую они проявляли, была настоящая, то есть суть эксперимента все равно тем или иным образом была доказана, то, что люди, когда им это нужно, когда у них есть такие полномочия, такое даже задание, они могут доходить до проявления настоящей физической агрессии, хотя для этого нет никаких изначальных предпосылок. И еще один эксперимент, который стоит упомянуть, это эксперимент 1961 года под названием «Кукольная агрессия», когда детям предлагали наблюдать за тем, как взрослые обращаются с большой ростовой куклой, которую называли Бобо. Да? Им сказали имя этой куклы для того, чтобы у детей сформировалось какое-то отношение к этому объекту. И когда они наблюдали, как взрослые обращаются ласково с куклой, когда они ее гладят, разговаривают с ней, дети воспроизводили это поведение. И, соответственно, когда они видели, как взрослый проявляет агрессию, как он бьет, пинает куклу, дети воспроизводили в точь-в-точь это же поведение. Таким образом было показано, что агрессия, она усваивается и воспроизводится, как любые модели поведения. Ну, собственно, это не является секретом, да, ни для кого. Это о том, как поведение в семье может накладывать свой отпечаток на поведение человека в взрослом состоянии. Вот, в общем-то, эти первые такие наиболее известные эксперименты, которые мы упомянули, и мы позже. Итак, друзья, дальше будем смотреть без лица. Я подумала, что на YouTube очень много лиц при просмотре видео, и далеко не все они соответствуют канонам красоты.
А если вы еще не смотрели видео об объективных показателях красоты на канале, то посмотрите его по ссылке выше. Итак, мы с вами поговорили и удостоверились в том, что были проведены эксперименты, доказывающие, что люди способны проявлять огнянием давление окружающей среды. Они могут как развивать, так и усугублять свою агрессию. И для того, чтобы лучше понять, как устроено агрессивное поведение, как оно формируется и развивается, нам нужно знать о том, что агрессии существует два основных вида. Это реактивная агрессия и проактивная. Реактивная агрессия, как понятно из ее названия, это реакция на определенный стимул, скорее всего пугающий, то есть агрессия очень тесно связана с чувством страха. И это объясняется тем, что функционально они связаны, то есть необходимым условием защиты от окружающей опасности для нас является агрессивное поведение. Да? Это один из вариантов поведения. Насколько мы знаем, есть еще также другие. Это реакции убегания, замирания или прятания и договаривания или политическая такая ситуация. Вот один из эволюционно выработанных механизмов – это как раз-таки активная оборонительная реакция борьбы. Является очень древним. Он обеспечивал существование наших предков в течение долгих миллионов лет, когда мы еще были позвоночными, ранними позвоночными и млекопитающими. Но постепенно в нашей линии этот вид агрессии, он угасает и развивается второй вид агрессии. Это проактивная агрессия или агрессия опережающая. Проактивная агрессия не связана с эмоцией страха, эмоцией гнева, и вообще она лишена практически эмоциональной окраски. Она является спланированным актом нанесения вреда в ответ на требования окружающей ситуации. Обобщив все вышесказанное, мы можем сказать, что агрессия – это активное поведение, поведенческая реакция, направленная на причинение вреда другой особи. Таким образом, если отсутствует целенаправленность у реакции, а именно, например, мы случайно наступили кому-то на ногу, кого-то ударили, размахивая руками, или человек в эпилептическом припадке случайно задевает кого-то, это не является проявлением агрессии, хотя так считалось не всегда. И с другой стороны, если у нас присутствует чувство гнева в отношении какой-то особи, какого-то человека или животного, но мы его никак не проявляем. Отдельно стоит упомянуть об активной и пассивной агрессии. Если активная агрессия представляет собой активные действия, которые направлены на причинение вреда другой особи, то пассивная агрессия – это бездействие, которое также направлено на причинение вреда другой особи. Таким образом, молчание, игнорирование, саботаж как раз-таки относятся к видам пассивной агрессии, а вовсе не сарказм или язвительное хамское отношение, как это принято иногда считать в популярной психологии. Эти виды агрессии, они относятся как раз-таки к характерной для человека активной вербальной агрессии. Это тоже нужно иметь в виду. И давайте теперь поговорим о нейробиологии агрессии, то есть о тех структурах, которые обеспечивают реагирование на окружающую среду и планирование этого реагирования. Итак, основной структурой, которая отвечает за восприятие страха и агрессии в мозге всех млекопитающих, является миндалевидное тело или миндалина. Миндалина подразделяется на несколько ядер, и эти ядра, соответственно, разные по своим функциям. И реактивная агрессия, о которой мы с вами упомянули, то есть та, которая является более древней, связана с эмоционально окрашенным реагированием. За нее отвечает так называемое базальное ядро амигдалы, и оно же связано, соответственно, с ядрами, которые обеспечивают страх. За проактивную агрессию отвечает центральное ядро амигдалы, которое является более эволюционно новой структурой. И если мы говорим о проактивной агрессии, той, которая связана с планированием и которая имеет определенный временной интервал от поступления раздражителя, то она, конечно, связана с более высокими эволюционно новыми структурами, которые отвечают за планирование, а именно это префронтальная кора. Итак, префронтальная кора является тем центром принятия решений, который определяет, нужно ли нам, в принципе, агрессивно реагировать.
Анализ ситуации в отношении сравнения с предыдущим опытом, тем, как мы действовали ранее, осуществляет прецентральная извилина, о которой мы уже говорили, а именно ее передняя часть. То есть это также часть лобной коры, которая заходит внутрь мозга, и в ней находятся как раз-таки те центры, которые отвечают за анализ предыдущего опыта и переключение с одних программ действия на другие. Итак, когда лобная кора проанализировала информацию в прецентральной извилине, приняла решение о том, что нужно реагировать, она передает сигнал на миндалевидное тело, центральное ядро, о котором мы уже сказали, и далее информация направляется в гипоталамус, который непосредственно осуществляет контроль над всей гормональной регуляцией организма, который вырабатывает тропные гормоны, которые в дальнейшем запускают стрессовые ости реагирования. Видео о стрессе также есть на канале, можете его посмотреть. Большинство ситуаций, в которых нам требуется проявление агрессии, являются достаточно типичными. Это либо защита от хищников, в которые нам нужно убегать или защищаться, сражаться для того, чтобы сохранить свою жизнь, либо борьба за ресурс с представителями своего вида. Борьба за ресурс может состоять в борьбе за половых партнеров, территорию или пищевые ресурсы. Также отдельно стоит рассмотреть половую агрессию, когда самцу нужно принудить или же соблазнить самку, удержать ее для осуществления полового акта. Поэтому отдельный вид агрессии связан с половым поведением, конкретно половым актом. И особый вид – это женско-материнская агрессия, которая проявляется при защите своего потомства. И она связана одновременно с активацией зон заботы и агрессивного поведения. И поскольку эти цели являются настолько стереотипными и эволюционно-консервативными, то для развертывания полной реакции агрессивного реагирования каждый раз отсутствует необходимость. Для того, чтобы не расходовать ресурсы вида каждый раз и для того, чтобы сделать проявление агрессии более безопасным, у большинства видов все упомянутые виды проявления агрессивного поведения ритуализированы. Ритуализация представляет собой некий акт, поведенческий акт демонстрации агрессии, который направлен на устрашение собеседника, придание ему веса и, соответственно, запугивание оппонента. То есть оппонент по драке, по акту, в который они вступают, должен испугаться и уступить. Или это приобретает вид демонстрации, как, например, раздувание, увеличивание в размере, выгибание спины, раздувание жабр у рыб, надувание воздушных мешков, или же вид своеобразного поединка, то есть двигательного акта, который выполняется по определенным правилам и который доходит до определенной стадии, условной стадии, в которой один из участников считается победителем, а второй побежденный. Такие традиционные турниры, они существуют у птиц, у хищных животных, у животных, у которых есть рога. То есть любые способы нанесения вреда противнику. Биологический смысл ритуализации состоит, во-первых, в том, чтобы сэкономить ресурсы и не требовалось ранить другого члена своего вида, а во-вторых, он является прямым видосохраняющим механизмом. То есть, если бы особи каждый раз вели борьбу до победного конца, до гибели одного из партнеров, это бы ставило под угрозу вид, поскольку мы сказали, что ситуаций, в которых необходимо проявлять агрессию, очень много. То есть, фактически вся жизнь состоит из необходимости добывать еду, защищать свою территорию, размножаться. По сути, это смысл существования всех живых организмов. И поэтому недопустимо нанесение такого урона своему виду, чтобы все время одни особи убивали других. И поэтому вот эта классическая борьба за существование, она так названа, и многие себе представляют, потому что действительно она представляет собой такую кровавую борьбу и выживание. Но для большинства видов это не так, поскольку существует механизм подавления агрессии, так называемое ингибирование или сдерживание агрессии, которое как раз таки состоит в том, чтобы
не причинять смертельный вред особям своего вида. И эволюционно такой механизм, поведенческий механизм, он выработан у большинства особей, которые имеют от природы орудие смертельного убийства. Это когти, зубы. Эти животные являются либо хищниками, либо имеют такие вот структуры, которые выработаны половым отбором для того, чтобы участвовать в этих поединках, да, демонстрировать свое превосходство. Например, это рога. Существуют даже не только поведенческие, но и химические способы такой защиты у особей одного вида. Например, у некоторых видов медуз существуют блокаторы яда, которые способны ингибировать яд при укусе особей своего вида. Эти механизмы хорошо описаны этологами Конрадом Лоренцем и Иренеусом Эбесфельдом в их научных и популярных трудах. И теперь мы приближаемся к самому драматическому моменту этого видео. Это в отношении... И теперь мы приближаемся к самому драматическому моменту данного видео. Это наш вид. Дело в том, что у нашего вида от природы отсутствуют природные орудия убийства, такие как развитые зубы и когти. Ну, понятное дело, рога, копыта и прочие апгрейды, которые позволяют наносить урон противнику. И в этом случае это чревато, то есть последствием непосредственным является то, что у нас отсутствуют механизмы ингибирования агрессии, которые развиваются у видов, которые имеют все эти орудия. И в данном случае человек оказывается достаточно агрессивным существом, но не имеющим возможность убивать представителей своего вида, как и других видов. Связано это в том числе с тем, что мы не являемся от природы хищниками. И для того, чтобы выжить в процессе эволюции, в том числе, нам приходилось развивать различную орудийную деятельность. Нам приходилось научаться защищаться внешними средствами. Развитие мозга и вслед за ним следующее развитие орудийной деятельности способствовало в том числе разработке оружия, которым можно было наносить урон другим видам, то есть непосредственно охотиться, и в том числе можно было наносить смертельный вред представителям своего вида. Проактивная агрессия, о которой мы уже с вами говорили, является на самом деле агрессией, которая происходит из хищнического поведения, то есть из необходимости спланировать свою стратегию и тактику охоты. И именно с изобретением орудием убийств человек переходит к охоте, он становится хищником. Хотя раньше, судя по всему, наша экологическая ниша состояла в собирательстве и собирании падали. Таким образом, с изобретением оружия наша возможность к реагированию, к агрессивному реагированию стала значительно более опасной для наших соперников, но в то же время мы развили механизмы проактивного реагирования, которые позволяют нам лучше сдерживать и планировать агрессию. И дальнейшая эволюция нашего вида была направлена именно в этом направлении. То есть мы переходили к более осознанному, более осмысленному использованию орудийной деятельности и орудий убийства. Но нужно сказать, что это имеет особое значение, особенно когда происходит изобретение бесконтактного орудия убийства. То есть, с одной стороны, когда мы видим соперника непосредственно, да, будь то холодное или огнестрельное оружие, все равно у нас есть возможность почувствовать и осознать механизмы этого убийства. Однако, когда речь идет о дальнобойном оружии, мы уже практически не воспринимаем данное событие как убийство. Достаточно нажать на пусковую установку, на кнопку пусковой установки для того, чтобы поразить много особей своего вида, которые находятся за много десятков и сотен километров от нас, или же накрыть ядерным грибом практически целый континент, да, или большую площадь. В связи с этим эмоциональные механизмы реагирования отходят на второй план при проявлении данных видов агрессии.
что и делает их настолько опасными. И с другой стороны, существуют механизмы пропаганды, которые направлены на то, чтобы подключить к этой проактивной агрессии, к агрессии, которая используется при планируемых нападениях, при корпоративных войнах или же настоящих вооруженных конфликтах, или же гибридных войнах, которые ведутся с помощью дезинформации, активации более древних проактивных механизмов агрессии, то есть активации эмоций гнева. И для этого используются различные способы дезинформации, расчеловечивания, вызывания гнева и отвращения к оппонентам, сравнение их с животными, насекомыми, и это так называемые механизмы расчеловечивания, когда мы воспринимаем какую-то группу людей, ассоциируем ее с чем-то нижестоящим. Если вам интересно подробнее послушать о когнитивном искажении, которое лежит в основе этого феномена, посмотрите видео об этом на канале. Называется «Иллюзии кластеризации». И теперь в свете этих наших новых знаний следует упомянуть о такой группе людей, у которых развитие агрессии пошло еще намного дальше, чем у всех остальных. И у них минимально развита реактивная агрессия, то есть они не гневаются, не реагируют на любые внешние провокации, но максимально развита проактивная или инструментальная агрессия. И эти люди психопаты. У людей, которые имеют первичную психопатию, то есть ранний или врожденный недостаток паралимбической системы и той же миндалины, происходит крайняя редукция реактивной агрессии в пользу проактивной. Таким образом, у этих людей не происходит обучение страху и гневу, поскольку именно это происходит в процессе постоянной тренировки нашего агрессивного реагирования. Мы узнаем новые стимулы, на которые необходимо, от которых необходимо защищаться, на которые необходимо реагировать. Поскольку у данных людей крайне редуцирована, уменьшена миндалина, у них не происходит обучение страху, однако они легко реагируют посредством лобной коры с помощью инструментальной проактивной агрессии. Из-за этого миндалина у них не обучается, не происходит в ней наращение новых нейронных связей, и из-за этого она остается в таком вот зачаточном состоянии, но при этом они могут проявлять агрессию. И вот эти вот все истории о хладнокровных убийцах, психопатах или не обязательно же убийцах, да, людях, которые являются крайне хладнокровными, не имеют страха, не имеют жалости, могут принимать крайне утилитарные решения, это как раз-таки о людях с первичной психопатией и их особом типе стрессового и агрессивного реагирования. Поэтому мы понимаем, что то замечание, когда, скажем так, метафора, упрек, да, когда говорят о психопатах, что они ближе к животным, да, что у них животное реагирование, это не совсем верно, как мы видим теперь, потому что в процессе эволюционного развития постепенно происходит как раз-таки уменьшение этого проактивного реагирования, увеличение инструментального. Поэтому это как раз-таки чисто наша человеческая черта. Животные обычно реагируют более эмоционально, да, реагируют чаще, запускают именно свою реактивную агрессию. Но, как мы сказали, проактивная агрессия, она уже является более хищническим вариантом агрессии. Поэтому как раз-таки тут вторая метафора, когда психопата называют социальным хищником, она как раз-таки имеет место, поскольку именно данный вид агрессии у них более активен. И напоследок нужно сказать то, что в манипуляции агрессии и в индуцировании агрессии, в ее усилении, при манипулировании особую роль играет деление на своих и чужих, потому что вот как раз-таки то, что мы говорим о сохранении, преимущественном сохранении особей своего вида, и в более широком смысле это относится к своей группе, своей стае, играют как раз-таки механизмы сохранения вот этого вот родственного генетического материала, поддержания родственников, и поэтому те особи, которых мы считаем ближе к себе,
люди, мы к ним испытываем больше эмпатии, соответственно, меньше агрессии. Это проявляется в том числе при нейросканировании, когда люди рассматривают, лежа в томографе, лица представителей своей расы, у них активизируются зоны распознавания лиц, да, то есть мы стараемся идентифицировать, что это за человек, пытаемся его узнать. В то время как, когда нам показывают лица другой расы, у нас активизируется как раз-таки миндалина, да, которая отвечает за реакции страха и гнева, и в то же время не активизируется зона распознания лиц. Это как раз-таки тот вариант, когда все представители чужой расы кажутся нам одинаковыми, да, на одно лицо. И вот этот вот механизм, он в том числе используется для того, чтобы манипулировать, для того, чтобы делить людей на своих и чужих в пределах каких-то групп. В то же время, если людям сообщают о том, что люди имеют похожую, близкую к ним политическую ориентацию, религиозные взгляды или даже поддерживают одни и те же какие-то спортивные команды, у людей сразу появляется больше эмпатии к этим группам людей. Таким образом, да, к этим лицам, которые им показывают. Таким образом, все-таки возможность манипулировать вот этим вот мнением, этим отношением, она существует. И она существует непосредственно с опорой на индивидуальный опыт. То есть те люди, которых мы видим чаще, которых мы считаем более похожими на нас, они, соответственно, вызывают у нас меньшую агрессию, меньше реагирования, меньшую реакцию новизны и, соответственно, неприятие. Вот таким вот образом, друзья. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, если вам это интересно, и смотрите другие видео.